Не просто про романы, не просто про исторические романы, а про любовные исторические романы. Если мы говорим об, историческом, эротическом любовном романе, там это не то, что на втором месте. Мне кажется, там история на четвертом месте. А Бриджертонов мы рекомендуем смотреть. Да, но не читать. Оно вам не надо. Там вообще ужас какой-то кромешный, откровенно просто. Привет! Это подкаст «Мне не жалко», в котором мы говорим о книгах, чтении и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами Вера и... Рита, мы из Минска. Рита, что это? В Где смысле? улыбка? Ого-го! И мы рады начать третий сезон с очень необычной такой темы, со страсти. Но сначала мы познакомимся с нашей новой ведущей Ритой. И, конечно же, вспомним вообще про проект «Мне не жалко», что это такое, откуда появился такой подкаст. Так что оставайтесь с нами, будет смешно и интересно. И немного романтично, да? Не факт. Ну, Смешно — факт, романтично — не факт. про любовь. Про любовь, поэтому смешно. А, нет, ну все, я только на романтику настроена сегодня. Так, у нас начинается третий сезон. Это прям, не знаю, у нас уже прям какой-то сериал. Тебе не кажется, Рита? Ну, можно считать, что и так. У меня в голове почему-то сразу музыка из Санта-Барбары. Сейчас Маша может нам сделать эту музыку. Третий сезон, и это классно, что мы так надолго пришли в подкастинг. И что самое классное, что у нас появились новые ведущие, и сегодня мы познакомимся с Ритой, нашей новой первой ведущей. Рита, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Как ты вообще пришла в проект? Откуда ты про проект узнала? Потому что я вообще помню, что ты уже давно в проекте. Да, все верно. Я в проекте уже, ой, мне кажется, больше 3 лет, потому Мгм. что я помню, что я к вам пришла, я прям помню эту дату, 21 мая, ровно перед своим днем рождения. И это было 3 года назад. То есть с того момента вот я с вами. Почти завсегдатай почти всех оффлайн встреч. Да-да-да, я только хотела это сказать, что именно ты самый такой, наверное, частый гость на встречах. Но с недавних пор Рита еще и волонтерка проекта «Мне не жалко». И сразу я тебя так вот забрала, говорит, давай, идем в подкаст. Ну, сразу я, наверное, сейчас и про проект расскажу, да, что вообще, что такое «Мне не жалко». Это обмен книгами на время и бесплатно. То есть это не буккроссинг, это как вот обмен из личных библиотек. У меня есть книга, я ее не хочу продавать, она мне как будто бы нужна, но она просто стоит на полке, я ее прочитала, а возможно, я ее не прочитала, но мне не жалко дать ее кому-то почитать. И вот тогда можно обратиться в проект «Мне не жалко» и сказать, у меня есть такая-то книга, а может даже их много, мы с радостью все внесем в базу нашу, и можно будет потом взять эти книги, на время почитать и потом вернуть. То есть это не буккроссинг. А, значит, когда мы говорим про проект «Мне не жалко», обычно вот что я говорю, что это обмен книгами. Следующее, что я говорю, это новые знакомства, это оффлайн встречи. Но сегодня я еще поняла, что кроме всего прочего, что уже назвали, это и раскрытие какого-то творческого потенциала. Потому что бывает же, что что-то вот в голову тебе приходит, какая-то идея, но ты одна, и ты, ну, как бы, ну, классно, если ты можешь без чьей-то помощи, без команды что-то реализовать. Это действительно супер. Но бывает, когда 1+1 это же все-таки не равно 2, а это сколько? Это больше. 3, 4, 5, да? А нас сколько волонтерок уже? Больше 30 человек. Вот. И когда вот все вместе начинаем что-то придумывать, и потом если еще есть у всех время, реализовывать, то получаются очень классные проекты. Вот, например, как подкаст. Поэтому мы приглашаем вас
Не только присоединиться к проекту как библиотекарь или как читатель, чтобы меняться книгами, но также обязательно приходите на встречи оффлайн, потому что они проходят много в каких городах, где вообще представлен проект «Мне не жалко». Это не только Беларусь, это еще и Польша, Чехия, Германия и Литва. Вот, а в Беларуси Минск, Гродно, Брест, Бобруйск. А, я забыла! У нас же есть еще книжный клуб онлайн. 100% нас кто-то послушает сегодня вообще новенький. Вот, поэтому, да, у нас есть книжный клуб онлайн, куда можно присоединиться вообще, находясь в любой точке мира. Присоединяйтесь, одним словом. А мы возвращаемся к нашей Рите и возвращаемся еще к нашей теме. Она у нас сегодня очень необычная. Не просто про романы, не просто про исторические романы, а про любовные исторические романы. Да, мы сегодня будем говорить про серию книг Ревенеллы. Это, во-первых, просто моя невероятная любовь к историческим романам, к максимально хорошо написанным историческим любовным романам, но, я не знаю, можно ли использовать такие слова на "Ютубе", если что, запикайте меня, эротическим историческим любовным романом. Ну, мы вообще пришли в подкаст для того, чтобы говорить в целом все, что хотим, но Сцены описывать не будем. ну, хотя одна фраза мне постоянно в голове, когда я вспоминаю про книги, которые ты рассказываешь, конечно. Ну, давай об этом потом. Если вдруг дойдет, то мы уже поговорим. А сейчас, да. И первое, о чем мне бы хотелось вообще поговорить с тобой, это о феномене любовного романа и о том вообще, как ты к нему относишься. Потому что, ну, я огромная фанатка этого жанра, причем во всех его ипостасях, неважно, это исторические романы, это фэнтезийные романы, это современные романы, это подростковые любовные романы. В общем, этот список можно продолжать до бесконечности. И мне кажется, я читала там просто все, что только можно, из разных жанров. Как тебе это? Я скажу так, я вообще не читала, мне кажется, этих книг. Возможно, что-то было, ну, я просто не могу исключать, потому что у меня память достаточно короткая. К сожалению или к счастью, я не знаю. Единственное, что я хорошо запоминаю, так это песни, знаешь, вот еще вот, которые я в школе вот там вот пела, и в караоке сейчас пою. Вот эти песни, пожалуйста, вот ретро-радио там включи, например, ну, не знаю, что-нибудь такое. Я буквально включаюсь через секунду. Но читала ли я любовные романы, я затрудняюсь ответить. Я просто не исключаю, что где-нибудь, когда я была тоже подростком, ходила в библиотеку, то, возможно, знаешь, какие-нибудь такие там, ну, там же сцены явно какие-то интересные есть, да? Такие, ну... Но это мы уже об эротических любовных А, романах. это не то. Подожди, Я такая, давай пока я просто о любовных. теперь вы знаете, что я любовные не читала, а эротически, да. А это чуть-чуть другая тема, блин. Ладно, хорошо. Тогда у меня какая-то путаница в голове, потому что я понимаю, что такое романы. Я их точно читаю. А любовные романы — это что? Там, где больше чуть-чуть чего? Больше чуть-чуть чувств, и весь сюжет строится вокруг взаимоотношений главных героев. То есть, если прям брать вот "Грозовой перевал", вот эти "Гордость и предубеждение", это тоже по факту А, это тоже любовный хорошо. роман. А То можно есть ли туда "Сумерки" — отнести? любовный Я роман. только хотела сказать, «Сумерки». Да, Ну ладно, я, правда, еще не читала, но я фанатка смотреть. А вот «Гордость и предубеждение» — это да, тоже можно? да. А, ну тогда да. А вот «Унесенный ветром» — это тоже любовный роман? Ну вот мне кажется, что тоже да, потому что там же тоже в основном все строится вокруг чувств главной героини и ее Ну да, взаимоотношений с Рэтом Батлером. Ну да, там, конечно, еще истории много, но в целом, в чистом виде какие-то жанры редко встречают. Там бывает чего-то больше, чего-то меньше, да. Ну ладно, тогда все, тогда я в команде. Отлично. Потому что моя такая прям большая любовь ко всему этому началась со школы. Я Мгм. прям помню, как мы приходили с сестрой в библиотеку, и там стояли, такая прям огромная полка с кучей книг, которая так и называлась, вот эти книги для девочек. И там в Ага. этой книге книгах для девочек, ну, типа, просто целая серия, там было там типа "Крылья для двоих", там, я не знаю, "Отличница и хулиган". Вот такие вот названия, и мы просто все, что там было, прочитали.
А вот Колин Гувер тоже будет туда? Ну, кстати, не знаю. Мне кажется, что да. Что все закончится на нас, я читала, и ну вот там, по-моему, только вот про взаимоотношения. Слушай, я когда смотрела вот про книги, с которыми ты сегодня пришла, вот я посмотрела, что это исторический любовный роман. А что в этом? Что любовный роман делает историческим? Да, 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 именно так. Какая роль истории в этих романах? Только наряды? В большинстве своем, да. Мне кажется, я прям редко встречала книги, которые называются любовными романами, и они такие: "Ну, мы сейчас вам столько отсылок к историческим личностям накидаем, к историческим событиям и всего остального". Я думаю, в силу того, что все равно все строится вокруг взаимоотношений двух Мгм. людей, в основном это все превращается в такие декорации для их любовных сцен. Ну, потому что у меня как-то в голове действительно складывалось, что если это исторически... Сейчас все, я, короче, вся посыпалась. Все мои знания, что там, сколько там книг я читаю, все просто, знаешь, по боку, потому что она несет? Исторический, значит, там какой-то вот исторический контекст, и читая книгу, я буду не только узнавать что-то про судьбу героев и их любовь, их взаимоотношения и развитие этих взаимоотношений, но еще и что-то там, не знаю, шел 1812 год, и ты такой, все, такой, Я не все спорю. понятно. Мне кажется, что это в целом возможно, но тут нужно понимать, что есть, скажем так, книги разного ранга. Мгм. Ну, то есть, если мы, наверное, возьмем просто любовный роман, там вполне вероятно, что, например, как в "Гордости и предубеждении", либо в той же Джейн Остин, вот в этих вот произведениях, там ты все равно понимаешь отсылку четко на эпоху. Мгм. Но если мы говорим об, историческом, эротическом любовном романе, там это, ну, там это не то, что на втором месте. Мне кажется, там история на четвертом месте. Понятно. То, с чем ты точно хорошо познакомишься, это с тем, из чего складывался костюм дамы в тот момент, потому что тебе, ну, просто поэтапно его снимут с нее. Так ты же сказала, что это уже эротический, когда снимают, или нет еще? Или там грань? Сняли и все, либо пошло что-то дальше, тогда уже эротический. Нет, я же и говорю, то, что отсылки на эпоху возможны, когда ты читаешь любовный роман, просто Мгм. любовный роман. Но если мы говорим уже об эротическом романе, то там максимум, что ты получишь из истории, это то, из чего состоит комплект Все. одежды женщины. О чем я еще тебе хочу сказать. Я не знаю, знакома ли ты вообще с таким феноменом, но для меня просто исторический любовный роман и все вот это вот, еще и в таком контексте легкой эротики для женщин, появился исключительно после сериалов "Бриджертоны". Я что скажу, то, о чем мы говорим сегодня, то есть именно по серии, Равенеллов, они Мгм. больше похожи именно на сериальных Бриджертонов. Мгм. Потому что если мы говорим прям про книги Бриджертонов, я в какой-то момент под огромным восхищением от сериала полезла искать книги. И честно, ну это худшее, что я читала, да простят меня Ну, Бриджертоны. спасибо, что предупредила. Как будто бы мне легче стало, что это читать не придется. Да, потому что, ну, то, что с первоисточником смогли сделать именно продюсеры сериала, это просто, ну, невероятная переработка. Конфетка. Да, то есть это прям, ну, правда, роскошно. И вот "Ривенеллы", они как будто вдохновлены именно сериальными "Бриджертонами", хотя они вышли до того, как вышли "Бриджертоны", потому что я специально погуглила. И, ну, для меня это прям правда такая хорошо сложенная книга с безумно, клишированными персонажами. Это вот когда ты открываешь, и в целом, если ты не сильно включен в сюжет, то, мне кажется, на моменте описания персонажей ты можешь уже потеряться в том, кто есть кто. Потому что это Мгм. просто мой любимый троп, когда начинают описывать мужчину, и он вот этот высокий, 2 метра ростом, широкоплечий, с огромными вот этими мускулами, которые перекатываются под его шелковой рубашкой, с этой кожей, которая лоснится на солнце, и капельками пота, которые как роса стекают по его А женщин обнаженной тоже так груди. описывают? Нет, вот в этом и ирония.
Но стоит отдать должное, мужчин там всех описывают вот так, и там все, что меняется, ну, цвет глаз, цвет волос, вот. А так они все вот эти 2 метра ростом, широкоплечие. А девушки там зачастую вот эти вот напуганные лани, которые где-то там в углу, вот у нее там завиток волос пал на лоб. Он наклонился и нежно снял его рукой. Вот такие там А вот описания. там обычно как получается, как это сказать, более инициативный мужчина или девушка? Ну, то есть, Стоит кто отдать должное. девушка? Авторка прогрессивная. Девушки там действуют. Это радует. Она Да, была там такой ланью, но непростой. но у нее был сильный характер. Вот там вот такое. Ну, то есть, типа, она не ждет. Она переживает, она грустит, она сидит в своей комнате и плачет над его носовым платком, но она не ждет, она действует. Как ты вообще нашла эти книги? Как ты к ним пришла? На самом деле у меня просто периодичностью несколько месяцев нахлынует вот этот вот поток, когда я такая: "Мне надо что-то максимально настолько легкое в чтении, чтобы я не думала о том, что сейчас такие сюжетные повороты, а что было всего лишь страницу назад?" И всё остальное. Мне нужен очень понятный сюжет и легкое повествование. Такое, знаешь, вот если, наверное, моя мама когда-то смотрела эти сериалы на Россия-1, там где-то ты: Мгм. "Я не могу любить его, но она любит тебя", то мне нужны вот такие вот книги, в которых ты как будто чувствуешь эту драму, но ты заведомо знаешь, что все будет хорошо, потому что, ну, там не То есть может ты закончиться знаешь, что все плохо. будет хорошо. Это Там нет важно для шансов, тебя. чтобы закончилось это плохо, я тебе так скажу. А у тебя не бывает такого, что кажется, что какой-то сюжет уже просто высосан из пальца, что вообще уже как можно было вот это придумать и зачем это нужно было придумывать автору? Ну, вообще, я не спорю, то, что я уверена, в этом жанре есть просто ворох действительно плохих книг, где персонажи прописаны только тем, что он высокий и Мгм. мускулистый, а она слабая такая женщина, которая его ждала. Мгм. Но зачастую, ну, как зачастую, в тех книгах, которые, например, выбираю я, и в том числе в "Ревенеллах", есть Мгм. момент того, что кроме вот этих взаимоотношений, у них есть еще дополнительные сюжетные ходы с персонажами вокруг. То есть так или иначе эти персонажи все равно развиваются. Да, пускай в рамках своей какой-то небольшой роли, но развитие присутствует. У них есть Мгм. какая-то дополнительная драма, кроме их любовной драмы. У них есть какие-то препятствия, которые они должны преодолеть, и у них есть так или иначе прописанный характер. Это вообще популярный жанр? Ну, я так понимаю, это вообще для девочек, да? Ну, для девушек, для женщин. Для женской половины. Да, мне кажется, что это максимально вообще женский роман, ну, вот эта стезя любовных романов — это максимально женская. Я вообще, исходя, наверное, из своего опыта, и сколько бы ни разговаривала с мужчинами, мне кажется, мужчины вообще с трудом читают художественную литературу. Мгм. А тут не просто художник, тут еще все вокруг чувств. Тут Ну надо да, это тяжело. чувствовать прям, да. И я считаю, что это очень популярно, потому что, как минимум, я видела несколько вариантов обложек на эти книги, значит, их несколько раз перевыпускали. А можно ли в двух словах сюжет, ну так без спойлеров, ну наверняка мы все догадываемся вообще, о чем там, да? Ну я так думаю. Но вдруг нет, поэтому о чем вообще книги? О чем вообще книги? Все достаточно, банально, скажу сразу. Серия начинается с книги, которая называется "Бессердечный граф". Значит, вводные. У нас есть как раз таки Ривинеллы. Это семья из 3 сестер, у которых только-только скончался брат. И вот он был графом, и он должен был за ними следить. У него еще была жена. И на место его усопшего приезжает его там дальний кузен, что-то такое, который должен занять его место и получить графский титул. А вместе с ним там все деньги, поместье и все остальное. Ему это вообще не надо, он, как принято называть это в Бриджертонах, повеса, то бишь человек не столь желающий заниматься какими-то делами, касающихся непосредственно собственности и имущества. Мгм.
И, собственно, наш главный герой Девон, вроде бы так его зовут, если меня память не подводит, приезжает в поместье и знакомится с вдовой и своими кузинами. Они все в трауре, все ходят грустные в черных платьях, а он такой навеселее чел, который привык тусить, кутить, развлекаться, кататься на лошадях, и вообще у него там жизнь в столице давно устроена. Авторка нам сразу показывает, что он такой, типа, человек ничем вообще не обязанный им, и он максимально хочет от этого всего слиться, особенно от каких-то обязательств. Но уже примерно на странице на 2 он встречается глазами с очаровательной вдовой своего брата, и понеслась. Она была так красива, она была так стройна, ее стан, обтянутый корсетом, был просто какой-то там У меня такое невероятный. ощущение, что ты читала неоднократно, или это просто А у меня опыт, память просто хорошая. уже столько начитано книг. Вот оно что. И, в общем, вот он видит его, у него страсть, и он такой: "Ну, я тут останусь. Мы познакомимся с тобой поближе". И все, там начали развиваться невероятно события. В общем, все строится на том, что в какой-то момент Девон понимает, что он хочет завоевать Кейтлин, а как ее можно завоевать? Только тем, что он будет хорошим графом. Он Мгм. сделает все для того, чтобы она была счастлива. И вот он начинает работать, чтобы восстановить поместье, чтобы собрать приданое своим кузинам, чтобы их удачно выдать замуж, чтобы выскочить замуж за Кейтлин. А я напоминаю, там еще нам периодически такие: она в трауре, какой замуж, ей на мужчину даже смотреть нельзя. Вот, как оказалось, можно, если аккуратно и в конюшне. Вот. Класс. Сюжет движется максимально быстро, при этом это все еще в такой очень уютной атмосфере, с вот этим описанием старого английского поместья, где они все ходят, затапливают камины, все греются, все пьют алкоголь, естественно, как-то приятно общаются друг Ну, с ты другом. Там очень очень неплохо продаешь сейчас этот жанр, прям вообще, и ну, классно. Это очень интересно, кстати. Не знаю, я как будто бы немного заинтересован, думаю, ну, наверное, неплохо почитать так для того, чтобы отвлечься, отдохнуть. Ты как будто бы уже почти продала. Ты говоришь, не умеешь продавать книги? Ну, пожалуйста, Рита, ты что? Я думаю, на этом мы описание сюжета остановим. Тем, кому интересно, приглашаем почитать книги. И потом не забудьте написать нам Оставьте отзыв. отзывы, да, как вам? Да, комментарии. Как вы вообще? Читаете вообще такие книги или не читаете? Прочитали ли Ривинеллы или нет? Понравилось ли вам? Так, а ты, Рита, читала ее другие еще книги или только с Ривинелл начала? Я вот начала с Ривейнеллов, потому что мне их посоветовали как, то, что похоже на Бриджертоны. Угу. Но я нашла форум, начиная с 2007 года, с кучей восторженных отзывов, посвященных ее книгам. И мне кажется, эти люди не могут врать. То есть это лучшее. Мы просто Ну, прям рекомендуем Ривинеллы почитать. рекомендуем. Рекомендуем. А Прям вот если... Бриджертонов мы рекомендуем смотреть. Да, но не читать. Оно вам не надо. Там вообще ужас какой-то кромешный. Откровенно просто. Рита, так как я, можно сказать, не готовилась к этому выпуску, потому что я не читаю такие книги, думала я, но оказывается мы выяснили, что что-то я нет-нет, да и читала. Но я подготовила блиц для тебя. Что ты на это скажешь? Отлично. Я готова. Я сейчас вас всех тут разнесу. Это на баллы? Так, у меня есть всего лишь 4 вопроса. Погнали? А нужно очень коротко отвечать. А нет, я думаю, как вот твоя душа захочет, так и... Ну, ж говорю, мы в подкасте своем, как дома вообще. Что хотим, то и говорим. Отлично, тогда я готова. Супер, первый вопрос. Какой герой или книжный персонаж стал твоим первым книжным крашем? Ой, ну ты тут, конечно, начала с такого. Так, ну, наверное, как бы, ну, я человек эпохи, когда были книги с Гарри Поттером.
Ну, наверное, нет, точно не Гарри Поттер. Я помню, что меня люто веселил Дамблдор, но это уже как будто чуть-чуть не туда. Поэтому я остановлю свой выбор на Драко Малфоя. Причем даже на Ого. книжном. Он меня устроит. Интересно, ты меня заинтриговала. Хорошо, второй вопрос. Если бы ты попала в любовный роман, кем бы была? Героиней, подругой героини или злодейкой? Блин, я бы точно не хотела быть главной героиней. Мне кажется, это, ну, вот максимально не моя роль. Я была бы либо подружкой вот этой вот, неудачной в любви, либо которая её максимально избегает, либо какой-то злодейкой. Ну, потому что, мне кажется, эти роли как минимум интереснее, и тебя точно никогда не выдадут замуж неожиданно непонятно за кого. Там За меньше Дамблдора. драмы. Да, у тебя, во-первых, больше выбора, во-вторых, ты просто как будто за этим наблюдаешь со стороны. Это такой, как, вот чуть-чуть берёшь попкорн и такой: "Ну, давай, выкручивайся из этого, я посмотрю". Класс. Следующий вопрос. Какой самый неловкий момент из любовных романов вызывает у тебя смех? Ой, при всей моей любви к чтению этих невероятных эротических сцен, но иногда, когда ты прям заведомо понимаешь, что автор как будто писал это вот для красивости момента, а не для того, чтобы как-то хотя бы вообще вникнуть в биологические процессы человека, я имею в виду хоть какую-то минимальную анатомию, то это, конечно, зачастую мозг начинает рисовать эту картинку, и на моменте, где ты понимаешь, что двухметровый мужчина, а женщина там, ну, 1,60 м, и почему-то в представлении автора главная героиня, ну, как будто не 1,60 м, а дай бог метр, судя по той комплекции, которую она прописывает. Я такая, ну, как будто странно. Ну, или моё любимое, она вот эти вот строки из серии: "Она прикусила верхнюю губу Ага. очень сексуально". И я вот меня каждый раз с этого веселит безумно. Супер. И последний вопрос. Какой финал ты бы выбрала для всех любовных историй? Счастливый, реалистичный или открытый? Честно, я не хочу реалистичных финалов. Они всегда такие грустные, печальные, поэтому либо открытый, либо счастливый. И лучше счастливый. Я считаю, что все любовные вообще фильмы, книги, что угодно должно заканчиваться невероятным хэппи-эндом, просто чтобы ты такой: "Ну и слава богу". Потому что иногда, конечно, когда там начинается вот это: "И все они умерли", я такая: "Спасибо, я потратила на это несколько дней своей жизни". Класс, Рита, спасибо. Ну, тогда будем, наверное, прощаться. Это был подкаст «Мне не жалко», в котором мы обсудили феномен любовного романа и эротического тоже немножечко, да? Познакомились с нашей новой ведущей Ритой. Вспомнили вообще, что такое проект «Мне не жалко», зачем он нужен и какие классные плюшки можно, как сказать, взять? Взять? Взять. Ну и ладно, взять, вот так, потребительски взять из проекта, получить. И теперь мы знаем, где найти любовь на страницах. Ревенеллы. Все идем Ревенелла. читать. Вот в эту погоду мрачную. С вами была Вера. И Рита, спасибо, что начали с нами этот сезон. Делитесь своими книгами, пусть они находят новых читателей и новые истории. Слушайте нас на всех платформах, где водятся подкасты, присоединяйтесь к нам в соцсетях, ищите по слову «Мне не жалко». Задавайте нам свои вопросы, на которые мы с удовольствием будем отвечать. Если вам нравится наш подкаст, делитесь им с друзьями и обязательно оставляйте отзывы. Это помогает другим найти нас и мотивирует нас делать еще больше крутых выпусков. Пока! Пока!